Привет! Раз уж мы заговорили о том, что мы импортируем уже не только типы, но и реальный код с бэкэнда во фронтенд, действительно появился риск того, что однажды либо мы, либо кто-то из нашей команды импортирует с бэкэнда что-то не то или не оттуда, и у нас попадут какие-то большие файлы во фронтенд, а что еще страшнее, могут попасть какие-то, образно говоря, секретные файлы, которые должны были бы быть недоступны, да, всем подряд. Вот. Для этого я предлагаю добавить правило в наше ESLint на фронте, которое будет запрещать нам импортировать с бэкэнда что-либо, кроме файлов с инпутами. Вот. Давайте сейчас проверим то, что мы действительно имеем некоторую опасность. Да, вот, например, мы отсюда экспортируем export const x равно 1. Ну, давайте x1, 2, 3. И здесь его импортируем. Так, ну, прям console.log x1, 2, 3. Все, нам разрешили. Так делать технически, получается, можно. Смотрим, работает ли это у нас здесь. Так. Non-ser environment. Ну хорошо, здесь она с TRPC уже позаботилась, но тем не менее действительно произошла какая-то ерунда. Вот. Давайте сделаем так, чтобы так сделать было невозможно. Чисто технически из другого файла могли бы импортировать, и это бы завелось, просто вот TRPC тоже знает о том, что такие опасности существуют, и беспокоится о нас. Тем не менее, запрет поставить надо. Давайте сделаем так, чтобы на уровне редактора кода и проверки ESLint это было невозможно, а вот это было возможно. То есть импортировать input разрешено. Добавим следующее правило. Вот. Существует такая штука у TypeScript ESLint, как запрет на импорты. И вообще, на самом деле, не очевидно, как это делается. Мне даже приходилось задавать им вопросы на GitHub, чтобы они мне помогли разобраться с тем, как мне указать эти пути. Ну, в общем, что здесь говорится? Что мы запрещаем импортировать все из папки бэкэнда в папки в любой вложенности. Но, тем не менее, знак восклицания, все-таки можно импортировать что-то из папок в любой вложенности. Вот, буквально из папок любой вложенности. И потом разрешить input. И вот при таком сочетании вот этих вот правил нам будет разрешено импортировать только input, а все остальное не разрешено. Выглядит просто ужасно, понять практически невозможно, но зато работает. Вот давайте посмотрим на практике, как это правило у нас случилось. Вот, и в то же время мы разрешаем откуда угодно импортировать типы. Вот главное сам код отсюда не импортировать. Смотрим на наш index.tsx, и вот наше сообщение о том, что можно импортировать только типы, а остальное нельзя. Вот это сообщение мы же сами себе и прописали. Хорошо, все, этот импорт мы удаляем, а этот импорт нам разрешен. Так, здорово. Все, тем самым мы себя обезопасили и можем спокойно импортировать с бэкэнда то, что можно, а то, что нельзя, уже не можем. Все, всех благодарю, поехали дальше.